Итак, как мы выяснили в предыдущей части, вот эта вот женщина, Вера Дроган, которая является основным свидетелем событий в селе Мохнатин, мы выяснили, что она врет. И это был не какой-то сложный аналитический вывод, потому что это прежде всего следует из ее непосредственно собственного рассказа. Сопоставление с рассказами других людей, которые тоже что-то видели или слышали. И также мы еще проводили линию визирования вот с той точки, где она говорит, что наблюдала это из окна своего собственного дома, и мы выяснили, что она вообще не могла видеть этот участок местности, о котором она вообще о событиях рассказывает в таких подробностях, что там видела даже улыбки на лицах и какие жесты были у людей. И это очевидное вранье. Также мы еще читали статью на сайте Цензор.нет, и это было интервью матери погибших ребят, вот этих двух близнецов. И из этого интервью мы выяснили, что последние несколько часов перед событиями прошли в какой-то нервозной обстановке. И вот этот Валентин Якимчук, тоже погибший парень, он почему-то бегал туда-сюда по несколько раз в разные места и подгонял что-то. Нужно было что-то быстрее им куда-то идти. И выяснили, что мать еще, вот эта сама Оксана Самодий, мать погибших близнецов, она разливала в бутылки растительное масло, которое, это вот масло вместе с другими продуктами, ребята якобы разносили по этому своему селу Мохнатин, в том числе пробегая не только по улицам, а и по огородам короткими путями. Ну и в том числе вот неожиданно выйдя на улицу, они неожиданно столкнулись с колонной российской техники, которой даже они вообще не знали, что она там идет, не слышали этого. И это тоже очевидное вранье, потому что невозможно не слышать колонну, тем более в своем собственном селе. Вот. И в этот момент, как раз таки, когда они туда выбежали, и вот об этом рассказывала и показывала уже Вера Дроган на месте, которая тоже, как мы выяснили, что она врет. И произошло вот это событие трагическое, эти ребята погибли. Так об этих событиях мы знаем непосредственно из украинских источников. Очевидно, что они врут. А зачем они это делают-то? Вот с этим давайте разбираться, и нас ждут интересные выводы. Із пулемета, із автомата, ну, стрільба така. От. Видно було, що діти, видно було. І вони ж отак підняли руки, навіть ще лежали з піднятими отак от руками. І потім вони бігом пулею вже і рванули, вже не сюди повернули, а прямо. А ми давай бігом, бігти, син, бігом, аптечку, жгути, все, ми давай бігти, спасати. Посмотрел, что там лежит Валик, я к нему уже не стал подходить. Потом я начал помогать Жене, потому что у него было очень тяжелое ранение. Но я разорвал на нем одежду, и там в районе мечевидного отростка там было отверстие размером с ладонь. И получается, видел, как бьется его сердце. Я ему просто вот эту рану его бинтом заложил, кое-як завязал, и все. И вот Богдану уже только начал помогать. Ну, я не знаю, ну, с детства с ними, ну, кто они мне были? Ну, реально как браты, что ли. У Богдана было ранение, ну, не особо тяжелое, только с автоматического оружия, ну, там, или 5,55, или 7,62. Я у него спросил: Богдан, вы отворачивались, поднимали руки? Он говорит: да, мы отвернулись и подняли руки. А вот здесь, извините, но я не верю. Студент-медик нам такие вещи рассказывает, вот этот. Он ведет беседу, связанную беседу с пострадавшим, который находится в шоковом состоянии, с огнестрельными ранениями в грудную клетку и в живот. Тем более оружие 5,45 мм. Да я не верю в том, что этот человек вообще, что он в состоянии разговаривать. И уж тем более давать связанные какие-то ответы вот по характеру развития ситуации последних событий. Это что-то невероятное. Я считаю, что здесь именно эта вставка была запланирована по сценарию. И вот этот вот парень, а это сын Веры Дроган, тоже Михаил Дроган, это ее сын, она является основным свидетелем. И вот эти мама и сын, они дают нам версию того, как все происходило. И тогда все встает на свои места, потому что его мама, она то, что не могла она видеть, она знает от него. И вместо него она говорит то, что она сама не видела. И вот здесь у меня только один вопрос. Вот это вот взрослые люди, вот эти,
Вот мама вот этого живого, который остался живым, и это студент-медик, это, кстати, важное обстоятельство, мы потом об этом еще поговорим дальше. И вот этих погибших ребят, погибших, мама тоже Оксана, они узнали это позже, и вот от этого, от Миши. Или они все это знали заранее, взрослые люди, как будет организована эта засада. О том, что именно такой вот характер, то, что они заранее знали. Меня наводит, конечно, это то, что вот мама разливала масло в бутылки, которые у них были при себе, а потом горели так, как это вот горит горючая смесь коктейля Молотова. Ну и также еще знаете, что меня на эти мысли наводит? Сам характер, вот эти интонации, вот этих репортажей. Ну вот это «Радио Свобода» и то, что мы читали на Цензор.нет, статья. Там интонации в обеих случаях оправдательные. Они как бы оправдываются. И если бы это был просто репортаж о злодействах русских войск, вот, можно было бы обойтись без этих оправданий. Они для кого оправдываются-то? Оправдываться они могут только за проваленную операцию перед своими руководителями. Таким образом, вот эти оставшиеся в живых участники боевой группы, мама вот эта одна, мама вторая, и вот этот вот Миша, студент-медик, Миша Драган, сын Веры. Они оправдываются перед своим руководством за проваленную операцию. Ну и чтобы это более полно осознать, немножко нужно поизучать историю. И сейчас мы окунемся в 1943 год. Весною 1943-го українська повстанська армія контролювала цілі райони Волині та Поділля. Там навіть діти гралися в повстанців, організовували собі міні-табори і марширували під стрілецькі пісні. Жінки заснували Український Червоний Хрест, на базі якого діяла школа санітарів, а також заготовка ліків. Працювали народні школи, лікарні, поштові відділення і виробництва – хлібопекарні, молочарні, швейні цехи, електростанції, друкарні. Все це було заточено під потреби української армії. Усі дорослі мешканці цих республік зобов'язані були проходити різноманітні військові вишколи. Водночас на територіях повстанських республік упівці створювали бази харчів, зброї та амуніції для армії. Необхідне збирали по селах. Повстанець із Тернопільщини Петро Касянчук згадував, цитую, «Давали все – і смажене, і печене, і тістечки, і хліб, а дівчата плели рукавички, шкарпетки, хустинки з написами «Від Галі», «Дорогим повстанцям», «Дорогим друзям», «Борцям за Україну». У селах Волині, Поділля та Галичини на повстанців працювала майже кожна хата. Поки молодші хлопці і чоловіки були у війську, старші дбали про харчі для упівців. Жінки і дівчата були або в медичній службі, або зв'язковими. УПА була для них єдиним захисником, єдиною своєю армією. То действительно, да, местное население сильно поддерживало этих повстанцев. Это общеизвестный факт. Но надо понимать, что не так, как вот здесь сейчас прозвучало, что прямо все хотели там и рукавички вышивали. Нет. Очень многие, даже скорее большинство, не хотели вот этих повстанцев поддерживать. Но у повстанцы из себя что представляли? Это вооруженные отряды, которые попросту приходили и заставляли. То есть работала целая система, хорошо отлаженная система мер принуждения в том числе. И в том числе там были и наказания, и казни были. И поэтому люди были попросту вынуждены делать то, что им говорят, помогать. То есть и выпекать, и отдавать хлеб, например, то есть обеспечивать продуктами, ну и так далее. Я сейчас вот хочу зачитать тезисы. Я записал тезисы и попросту сейчас их прочту. Основным территориальным звеном был так называемый куст. Каждый куст имел собственный отряд самообороны из числа местных жителей, которые легально жили и работали в селах, но как члены организации имели круг дополнительных обязанностей. Они собирали развединформацию, обеспечивали охрану складов НЗ, схронов с оружием, патрулировали местность и охраняли отряды УПА во время отдыха. Также привлекали к диверсиям и для помощи боевым отрядам в бою. После выполнения заданий бойцы возвращались к обычной жизни, сдавали оружие, ничем не отличались от обычных селян. Руководители куста имели помощников-референтов, каждый из которых руководил своим направлением. Референт разведки руководил сбором передачи информации о противнике. Референт-оружейник вел учет вооружений
амуниции, боеприпасов, заботился об их состоянии и пополнении, знал места расположения схронов. Референт-интендант должен был находиться в постоянном контакте с гражданскими хозяйствами, обеспечивать поступление солонины, тушенки, выпечку хлеба и прочих продуктов и обеспечивать боевые группы всем необходимым имуществом и продовольствием. Референт-медик должен был иметь запас лекарств, перевязочных средств и оказывать помощь раненым и заболевшим бойцам и обучать их правилам первой помощи. Насколько хорошо эта методичка 1943 года ложится вот на те события, которые мы наблюдаем здесь и сейчас. Западнее вот этого Гомельского шоссе, вот эти села Мохнатин, Левковичи, Должик, ну и все другие села, где происходили нападения на наши колонны российской техники, которые там двигались. В чем и есть расчет украинских военных. Мы будем их сбивать туда, в проселок, и там в деревнях на них будут нападать вот эти местные жители. И вот, пожалуйста, методичка 1943 года. Именно это я имел в виду, когда я говорил, что с 2014 года, еще когда Пашинский, Аваков, Порубий это обсуждали, об этом есть материал, потом отдельно его еще рассмотрим. Они уже тогда говорили о том, что готовятся к партизанской войне в этой местности. И вот сейчас мы видим реализацию этих идей. Но здесь теперь настало время посмотреть на Google карту, потому что вообще есть и совпадения, и есть и несовпадения. Но к совпадениям что вот относится? Смотрите, вот эти... Парень-медик, Миша Драган, это медик. И это именно и объясняет, почему он знает о том, как все происходило, но сам не участвовал в этом. Потому что это медик. И он стоит там где-то, он в ожидании находится с медикаментами, перевязочными средствами. И он уже говорит сразу, что прибежал, и у него была бутылка воды со льдом. Ну зачем у тебя 14 марта бутылка воды со льдом и перевязочные средства? Где ты их взял вот так вот? То есть это очевидно участник этой группы, который не участвовал в нападении, потому что его функционал был в другом. Это совпадение. Так же, как и его мама, у которой частное хозяйство. Так же, как и мама вот этих близнецов, которая то ли продавщица, то ли даже владелица продовольственного магазина в селе. А это продовольственный магазин в деревне. Это все в одном сразу. Это и центр коммуникаций, это и склад для любых целей. Это и логистика, это и связь. Это все в одном, поэтому эта мама, даже независимо, продавщица она или владелец, тем более магазина, она в теме, в этой 100%, она все это знает полностью, да. Но есть также и несовпадения, вот о них мы поговорим чуть позже. Давайте сейчас посмотрим сначала на Google карту, на ней есть много интересного. Итак, вот наша ситуация. Да, вот этот перекресток, и вот, давайте сразу шоссе посмотрим. Гомельское шоссе с севера не дают пройти украинские военные. Колонна свернула Рябцы, Рыжики, Юрьевка. Прямой участок дороги, видите, прямой открытый участок дороги. Колонна зашла, повернула вот на этом повороте. На высокой скорости заходит, и вот происходит вот здесь вот это ЧП. Мы его рассматривали в прошлый раз, вот следы от БМП. Я предположил, что увидев впереди нападающего, который выбежал здесь, Валентин Якимчук, и я предположил, что вот это место, где он убит был, и вот это возгорание от коктейля Молотова, мехвод, увидев его, переключается на заднюю и пролетает, вот хватает канаву здесь и упирается задней частью БМП, и гусеницы молотят и образуют вот такую колею здесь, такую. Но один из комментаторов, Сергей, если я не ошибаюсь, он сказал, что видит вот здесь БМП, что вот это корпус БМП, он стоит на следах. Вот здесь просматривается башня и орудие. Но, если честно, я бы не сказал, что действительно что-то здесь похожее, сочетание форм и линий. Но я бы не сказал, что я здесь явно вижу БМП. Во-вторых, здесь находятся такие пни от очень толстых деревьев, они 1,5 метра высотой и, ну, наверное, около метра в диаметре, в охвате. Вот на этом участке. И поэтому... Ну, я сильно сомневаюсь. И даже если это так на самом деле, что это БМП, и вот у нее пушка вперед смотрит, ну, как в комментариях мы обсуждали, то получается оно вот отсюда вот летело. А отсюда двигалась наша колонна, и получается на встречном курсе, что ли, какая-то перестрелка произошла у них. И тогда БМП залетела в кусты.
Очень такая версия, о ней ничего не свидетельствует об этом. Да, но, кстати говоря, вот ни в одном репортаже, который здесь снят, сейчас 3 репортажа украинских, именно вот этот кусок местности здесь не показывают нам. Что-то здесь происходило вот в этом месте, а вот что здесь произошло, не очень понятно, я не знаю. Но вообще наиболее интересная ситуация именно вот здесь, как я считаю. Прямой участок дороги, и что колонна, которая на нем, если ее остановить вот там на перекрестке, колонна, если она вот здесь окажется, на этом открытом участке дороги, то вот отсюда через это поле, которое 14 марта, это поле непроходимо для бронетехники, и давайте здесь расстояние измерим. Вот, 1,4 километра, то есть это, если сюда вот посадить птурщиков куда-то, вот сюда, или даже какую-то пушку сюда закатить, то вот эта колонна здесь, ну, в принципе, ее выщелкают в 2 счета. Это элементарно. И тогда я решил вот посмотреть, что здесь вообще есть. И довольно быстро я увидел здесь машину, которая здесь стоит вот на поляне. Вот, видите, это тент, вот это вот тент и кабина. В программе Google Earth, видите, за 18.03 машина есть, а если за другую дату посмотреть, вот то же самое место. Поляна есть, но уже машины нет, пустая. Назад возвращаемся. Вот, пожалуйста, машинка. И вот сейчас давайте посмотрим от этого поворота и до моста. Потому что подрыв моста вообще это идеальный, да? 450 метров, 460. И до перекрестка 260. Ну вот в идеальном варианте подрыв вот этого моста, и колонна здесь утыкается, значит 500 метров, и хвост идет дальше. Но на перекрестке, возможно, нечем было взорвать мост. Да, или не успевали, или нечем, или некому. И также, кстати, если колонна повернет вот здесь направо, то она все равно окажется на открытом участке местности, и все равно она вот в зоне поражения с той же самой засады. То есть очень похоже, что как-то вот так вот здесь и все это и было организовано. То, что мы посмотрели, это то, что было похоже. А вот сейчас я хотел бы перечислить и обсудить с вами, что не похоже, что не укладывается вот в эти схемы. Это, знаете что, не используют таких вот неопытных юнцов для нападения на колонны. Их используют как курьеров, как посыльных, как наблюдателей, еще для каких-то целей, но не для целей нападения, потому что очевидно всем, что, ну, чем это закончится. Это неопытные, еще неразумные дети, и они не смогут ничего там сделать, а их просто убьют, и будет вот так, как получилось. И это любой взрослый, опытный, подготовленный военный это отлично осознает, и никто детей на такие подвиги не отправляет. А почему же так произошло? Вот здесь у меня есть несколько вариантов. Я сейчас с вами поделюсь, и, возможно, вы еще тоже подкинете что-то, какие-то версии. Потому что все это версии, мы ж не знаем, как на самом деле там происходило. Сколько там вообще этих людей было. Может быть, там вообще нападение было по полной программе, и были убиты больше, чем мы знаем, чем нам показывают. Но если рассуждать так, как вот мы, какой информацией обладаем, то здесь могло быть как? Ребята были реально посыльными. То есть несли они вот эти коктейли, которые мама им залила в бутылки, Оксана. И они несли этой боевой группе эти коктейли. Непонятно, правда, с какой стороны и куда они двигались. Вот. Двигались ли они навстречу колонне, или засада находилась у моста, то есть дальше по ходу движения. Но это, к сожалению, неизвестно, откуда и куда они шли. И, предположим, они не успели за счет того, что колонна двигалась слишком быстро. Неожиданно быстро для них. И тут они решили проявить инициативу, и раз уж вот так складывается, мы здесь вот на дороге, тут и по своей инициативе они так сделали. И были убиты. Это первый вариант. И он не самый плохой еще. Сюда, кстати, укладывается еще вариант нарушения связи, когда, предположим, наблюдатель, который был там на съезде с шоссе, либо позвонил позже, предположим, была подавлена связь. Наши взяли, подавили связь. Или он не дозвонился, или что-то еще подобное произошло.
и, предположим, курьер был вынужден пешком, то есть, в смысле, на велосипеде, мопеде, на мотоцикле, на машине, еще как-то, то есть, или пешком оттуда прибежать и сообщить, что вот сейчас будет. Как вот Валик вот этот, он же там бегал, что-то вот бегал, суетился. То есть, опаздывали. Ну и плюс колонна двигалась быстро, не успели. Такой вариант. Ну и более худший есть еще вариант. Еще более худший. То, что так и было запланировано. То, что вот этих детей именно кинули для того, чтобы их убили, чтобы создать инфоповод. И это тоже возможно. Только это такое планирование и такое решение не на уровне вот этих вот селян, вот этих вот мам, ну, которые на самом деле страдают по своим погибшим детям. Вот это не на их уровне. Такие вот решения могут принимать те, кто это планирует. Как это могло быть? Например, им сказали, убедили, да, то есть вы сейчас вот там сделаете, выйдете, кинете, и мы тут же подтянемся, включимся там, артиллерия, там, птурщики, там, то, все, третье, десятое. И парни выбегают такие уверенные, что их сейчас поддержат. Раз, сделали то, что им поручили. И тишина. И их просто расстреливают, и колонна уезжает. И такое тоже могло быть. Почему? Потому что есть необходимость, заказ есть на инфоповоды, что русские плохие. И как это звучит сразу, что русские заехали в село и расстреляли детей, расстреляли. Но мы уже сейчас проанализировали, уверены в том, что не было такого, что русские расстреливали, а было нападение на колонну. И боевое охранение, исполняя свои обязанности. Молодцы наши военные, вот так, как они должны обязанности исполнять. При явном нападении на пост, на часового или на охраняемый им объект, часовой открывает огонь на поражение. При явном нападении. Так вот это и было явное нападение. Это устав караульной службы, я, кстати, что-то еще помню из армии. Часовой открывает огонь при явном нападении на него или на охраняемый им объект. Вот здесь именно так и было. И все вот эти версии, они, конечно, могли бы быть разбиты, опровергнуты достоверными кадрами с места событий, потому что у наших военных наверняка были камеры, которые они снимали, когда ехали, как там все это происходило. И я очень надеюсь на то, что мы рано или поздно это увидим. Это важно, потому что этот случай находится в том самом злосчастном списке, вот этот список военных преступлений, так называемых военных преступлений России против Украины, который подается туда вот в ООН для Международного уголовного суда, и там написано, что наши военные этих детей расстреляли. И вот хотелось бы, конечно, разобраться, почему и я этим занимаюсь. Разобраться, чтобы понять, как же это было на самом деле. И вот сейчас, по крайней мере, мы выяснили, что никакого расстрела не было, а было нападение при тех или иных или других обстоятельствах. Мы разобрали их в разных вариантах. И выяснили, что все эти люди, которых нам показали, они в этом всем участвовали, причем по методичкам еще УПА периода Второй мировой войны, участвовали там, поддерживая своих вот этих военных, ну, о которых мы и так очень много знаем. В целом, я закончил. Спасибо за внимание. Надеюсь увидеть кадры объективной фиксации от наших военных. Жду этого. Всем спасибо.